Они живут в одном из самых труднодоступных мест на планете. Они носят самодельные сандалии из старых автомобильных покрышек. И при этом они способны бежать не час, не два, а 2 суток подряд, без остановки, преодолевая расстояние в 200-300 километров по скалам и каньонам. Когда лучшие марафонцы мира впервые столкнулись с ними на соревнованиях, они были в шоке. Эти люди бежали с улыбкой, легко, словно не касаясь земли. Их называют тараумара, но сами себя они зовут рарамури. В переводе с их языка это означает «те, кто с легкими ногами». В чем их секрет? Почему их колени не разрушаются от бега по камням? Почему их сердце способно работать в таком режиме в 60, 70 и даже 80 лет? И главное, какой волшебный эликсир дает им эту бесконечную энергию? Сегодня мы отправимся в Медный каньон Мексики, чтобы раскрыть секреты племени суператлетов. Мы разберем их уникальную технику бега, узнаем, почему они почти не болеют раком и диабетом, и научимся готовить тот самый напиток, который заменяет им современные энергетики. Оставайтесь с нами, будет интересно. Чтобы понять феномен рараумури, нужно понять, где они живут. Сьерра-Тараумара — это часть системы Медного каньона в Мексике. Это место дикой, суровой красоты. Каньоны здесь глубже и масштабнее, чем знаменитый Гранд-каньон в США. Температура здесь может колебаться от минусовой зимой до 40 градусов жары летом. Тропы здесь такие узкие и крутые, что по ним не пройдет лошадь, и даже мул может сорваться. Единственный надежный способ передвижения здесь — это собственные ноги. Именно эта суровая география стала их тренером. Сотни лет назад, когда испанские конкистадоры пришли на эти земли, предки рарамури не стали воевать. Они просто ушли туда, где их никто не мог достать, вглубь каньонов. Эта изоляция сохранила их образ жизни практически неизменным. Пока остальной мир изобретал автомобили, лифты и диваны, рарамури продолжали ходить и бегать. Для них движение — это не спорт, не хобби по выходным, это способ существования. Они живут разрозненными семьями, часто на расстоянии десятков километров друг от друга. Сходить в гости, передать сообщение или погнать стадо коз — все это требует выносливости. Но самое удивительное начинается тогда, когда они собираются вместе ради своей священной игры — рара-джипари. Запомните это слово. Это не просто спорт, это ритуал, объединяющий общину. Это гонка с мячом. Правила просты и невероятно сложны одновременно. 2 команды бегунов гонят перед собой деревянный шар размером с бейсбольный мяч. Они не могут касаться его руками, только поддевать ногой, перебрасывая вперед на бегу. И эта гонка не на скорость, она на выносливость. Забег может длиться 24 часа, иногда 48 часов. Бегуны преодолевают 100-200 километров без сна, подбадривая друг друга. Ночью они бегут с факелами, освещая путь сквозь каменистые тропы. Женщины тоже бегают, и их выносливость ничуть не уступает мужской. Важно понимать, они не тренируются специально. Вы не увидите рарамури, который делает растяжку или бегает для кардио. Вся их жизнь — это тренировка. Но как же их суставы? Современная медицина часто пугает нас. Бег вреден для коленей. Нужна амортизация. Рарамури бегают в сандалиях, которые называются хурачи. Это кусок резины из старой автомобильной покрышки, привязанный кожаным ремешком к стопе. Никакой поддержки свода стопы, никакой гелевой подушки. Ученые выяснили парадокс. Именно отсутствие амортизации заставляет их бежать правильно. Они не втыкают пятку в землю, как это делают бегуны в толстых кроссовках. Они приземляются на переднюю или среднюю часть стопы, мягко пружиня. Их ноги сами работают как амортизаторы. Это сохраняет суставы здоровыми до глубокой старости. Конечно, одной техникой бега сыт не будешь. Топливо – вот второй ключ к разгадке. Диета тараумара очень проста и по современным меркам бедна. Но она идеально сбалансирована для выносливости. Основа их рациона – 3 сестры – кукуруза, фасоль и тыква. Они едят много зелени, диких трав, которые собирают в горах. Мясо они едят редко.
Коз и коров держат ради молока и удобрений, забивая только по большим праздникам. В результате у тараумары практически не бывает высокого холестерина, диабета второго типа или ожирения. Их сердце работает как часы. Но есть один продукт, который они ценят выше золота. Когда им предстоит долгий переход или многодневный забег, они готовят особый напиток. Он называется искиате. Основа этого напитка – семена чиа. Само слово «чиа» на языке майя означало «сила». Древние воины брали с собой мешочек этих семян в походы. Говорили, что одной ложки семян достаточно, чтобы воин был сыт и полон сил 24 часа. Современная наука подтверждает мудрость древних. Семена чиа – это суперфуд. Во-первых, они фантастически богаты омега-3 жирными кислотами, которые важны для сердца и снижают воспаление в суставах. Во-вторых, они гидрофильны, то есть они любят воду. Одно семечко может впитать в 12 раз больше воды, чем весит само. Превращаясь в гель внутри желудка, чиа делает две важные вещи. Первая – медленно отдает воду организму, поддерживая гидратацию в жару. Вторая – создает барьер для углеводов. Сахар поступает в кровь не резким скачком, а медленно и равномерно. Это дает бегуну стабильную энергию на долгие часы, без эффекта сахарной ямы, когда силы внезапно покидают вас. Вы можете приготовить этот легендарный напиток прямо у себя на кухне. Он заменит вам магазинные энергетики, полные химии и красителей. Это дешево, просто и невероятно полезно. Записывайте рецепт. Вам понадобится стакан чистой воды, примерно 250-300 мл, 1 столовая ложка семян чиа. Свежий сок лайма можно заменить лимоном, но лайм ближе к оригиналу. И натуральный подсластитель, мед или сироп агавы по вкусу. Процесс приготовления занимает пару минут, но требует терпения. Насыпьте семена в воду и сразу же энергично перемешайте, чтобы они не слиплись в комки. Теперь самое главное. Дайте напитку постоять минут 10 или 15. Семена должны набухнуть, и вокруг каждого появится прозрачная гелевая оболочка. Напиток станет густым. После этого добавьте сок лайма и мед. Перемешайте еще раз. Все, напиток тараумары готов. Вкус у него свежий, немного травянистый, с кислинкой, а текстура необычная, немного похожая на кисель с пузырьками. Пейте его за полчаса до тренировки или во время длительной прогулки, или просто в жаркий день, когда чувствуете усталость. В отличие от кофе, он не разгоняет пульс, а дает ровную, спокойную силу. Чему мы можем научиться у народа тараумары? Мы не переедем жить в пещеры Мексики и вряд ли начнем бегать ультрамарафоны в сандалях из шин. Но их мудрость доступна каждому из нас. Она гласит: мы созданы для движения. Наше тело не хрупкий механизм, который изнашивается от использования. Наоборот, оно процветает в движении. Тараумары бегают до старости не потому, что у них особая ДНК, а потому, что они не перестают двигаться. В нашем мире мы часто считаем старость временем покоя. Тараумары считают, что пока ты двигаешься, ты живешь. Попробуйте добавить в свою жизнь немного их философии. Ходите больше пешком, выбирайте простую натуральную еду. Попробуйте семена чиа вместо сладкой газировки. И главное, относитесь к своему телу с радостью. Не как к машине, которую нужно чинить, а как к дару, который позволяет вам исследовать этот мир. Возможно, секрет легких ног не в магии и не в каньонах, а в том, чтобы просто сделать следующий шаг. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Подписывайтесь на канал Академия Здоровья, делитесь этим видео с друзьями и пишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь бегать босиком. Будьте здоровы и до новых встреч!